Всем привет! В этом видео я расскажу о недавних моих приобретениях. Это первая моя игровая компьютерная мышка и очередная карта памяти, поскольку приобретенная недавно на AliExpress карта памяти не так, приказала долго жить. Буквально 2-3 видео поснимал на нее, и она сдохла. Файловая система стала RAW, и ничего невозможно с ней сделать. Как-то решить вопрос с магазином, официальным магазином не так, мне не удалось, потерял деньги. Купил уже у себя в городе новую карту памяти. Все ссылки на товары и магазины, в которых я приобрел, будут в описании. А я попрошу вас оценить это видео и подписаться на канал. Погнали! Ну и начнем. На AliExpress приобрел в личное пользование свою первую игровую проводную мышь Logitech G502 Hero за $59 77 центов с оплачиваемой доставкой. Приобрел в Китае, чем сэкономил минимум $10. В Беларуси эта модель предлагается по $68-95. Доставка ровно 2 месяца. И за таможку я ничего не платил, потому что указали здесь memory card за $8. Приобрел в магазине, который специализируется на продаже устройств ввода-вывода брендов таких как Logitech, Lenovo и Microsoft. Кстати, там же предлагается немного дороже такая же модель, только SE Hero в другой цветовой гамме. Ну давайте посмотрим. Упаковали, чувствую, с этим матрасом китайским. Воздухом. Да, коробочка все равно немножечко помялась. Поступает вот в такой серой картонной розничной коробке. Здесь указана модель G502 Hero, игровая мышка. Драйвер этой мышки поддерживает операционные системы от Windows 7 и выше и от Mac OS версии 10.11. Так, мышка у нас запечатанная. И еще раз повторюсь, что это моя первая игровая мышь. И я не настолько профессионал в этом, потому что в игрушки я практически не играю. Так, иногда побалуюсь. Поэтому в этом видео будет не столько обзор, сколько хвастовство. Что у меня есть вот первая моя такая мышка, которая стоит почти $60. Получаю таким образом вот такой комплект. Мышка еще упакована в блистер. Вот сама мышка. И здесь еще есть в отдельном боксике комплект грузиков. Ну, давайте знакомиться с ней ближе. Это эргономичная мышка, под правую руку она несимметричная и достаточно крупная и увесистая. Заявлен вес 121 грамм, подобно массе смартфона. И вес там уже можно еще увеличивать до плюс 18 грамм дополнительными грузиками по 3,6 грамма каждый. Длина кабеля в оплетке с USB коннектором 2 метра 10 сантиметров, на котором закреплен хомут на липучке. Оплетка типа шнурка крепкая, но кабель очень эластичный. И в месте крепления к грызуну кабель не трется о стол. Поскольку это моя первая игровая проводная мышь, я не знал, какие требования предъявлять к ее параметрам, и выбирал исключительно из-за ее брутального такого дизайна. Корпус собран качественно, крепко, есть элементы из пластика и плотной резины. Две основные кнопки из матового пластика через некоторое время активного пользования скорее всего затрутся до глянца. Остальные мелкие кнопки глянцевые и пронумерованы. Физических клавиш 9, но еще металлическое колесо скролла имеет боковые кнопки, того 11. В мышке используются качественные кнопки Omron. Тыльная часть мышки мне напоминает копыта. Она достаточно крупная, рука в ней лежит удобно. У меня длинные пальцы дотягиваются до всех кнопок, включая так называемую кнопку снайпера, которая по умолчанию позволяет мгновенно уменьшать число DPI для более точного позиционирования. Имеется две зоны RGB подсветки, это логотип, и вторая зона это уровень DPI в виде 3 косых черточек. Снизу мышки 6 тефлоновых накладок, да, я посчитал 1, 2, 3, 4 и 5, 6 возле датчика. Заявленный пробег мышки с нижним тефлоновым покрытием 250 километров, это не по асфальту или грунтовой дороге, а только по коврику. Но это была, конечно же, шутка. И пластиковый люк, 2 петли и магнитный замок, вот такой магнитный замочек здесь. Открывается легко, держится надежно. Сюда вкладываются грузики для утяжеления. Я так подозреваю, что они нужны тем пользователям, которые отрывают мышку от стола во время игры, например. И именно для того, чтобы она не вываливалась из руки, не заваливалась в сторону, нужна балансировка этими грузиками. Здесь такие металлические грузики. Поначалу я думал, когда смотрел другие обзоры, что это магнитики какие-то. На каждом грузике проштампован вес его 3,6 грамма. Того 5 грузиков, общая сумма 18 грамм. И они вставляются вот сюда. Здесь бокс пластиковый, они держатся. Здесь они наверное, или плотная резина, или что. Ну, их очень туго, плотно засовывать, и потом не всегда легко достать. То есть достаточно вот так жестко вставляем.
Хоть все сюда можно вставить таким вот образом. Вставлять надо их плотно, чтобы закрылся замочек. Таким вот образом и пользуемся. При подключении мышки к компьютеру операционная система Windows 10 сразу же настроила драйвер мышки, появился курсор на экране и RGB подсветка, и сразу начали меняться циклические цвета. Имеется поддержка операционными системами от Windows 7 и macOS от версии 10.11. А для поддержки всего функционала этого манипулятора потребуется установить специализированную программу Logitech G-Hub. Звучит как Jihad. Саму программу можно скачать на странице поддержки официального сайта. На современный ноутбук Asus TUF Gaming FX705 она легко устанавливается. А на мой старенький Toshiba Satellite P300 категорически отказалась устанавливаться, поэтому учтите этот момент. Ну, в общем, 2 дня мне хватило для неспешного знакомства с этой программой. Я так понимаю, что G это геймер. То есть эта программа в себе интегрирует и настраивает все игровые устройства, имеющиеся у пользователя. Прошивка манипулятора 127.3.10 и версия программы 2020.10.5614 для любой, будь то офисной программы, компьютерные игры и даже самого рабочего стола, позволяют создавать свой профиль настроек. Для каждого профиля можно выбрать значение DPI, используемое в мышке датчика Hero. Чувствительность этого сенсора программа позволяет регулировать от 100 до 25 600 точек на дюйм. Но вроде как мышка поддерживает максимальное значение 16 тысяч. Можно задать 5 значений DPI, которые отображаются на шкале белыми жирными точками и фиксируются в левом столбце. А вот значение по умолчанию на шкале отображается желтым ромбом, а в столбце желтым цветом. Для их индикации на левой грани используется комбинация свечения 3 светодиодов на корпусе, а быстрое переключение возможно по умолчанию боковыми кнопками G7, G8. Это вперед и назад. А на экране появляется соответствующее уведомление о смене значения чувствительности сенсора. Здесь же ниже можно выбрать одно из 4 предложенных значений частоты опроса компьютером USB-порта, к которому подключен манипулятор. Далее в профиле возможно настроить индивидуальную подсветку 2 зон мышки, то есть выбрать цвета и эффекты их переключения, включая режим визуализации звука, при котором подсветка мерцает в такт музыки, воспроизводимой на компьютере мультимедийным проигрывателем. Можно выбрать режим цвета полноспектральной подсветки, а также синхронизировать эффекты и анимацию с другими устройствами Logitech G. Например, чтобы подсветка клавиатуры, мышки, игровой гарнитуры мерцала в цвет и в такт. И третье, в профиле есть возможность переназначить для удобства все 11 кнопок отдельной команде, которая соответствует комбинации клавиш клавиатуры, или отдельной кнопки клавиатуры, ну а также макросу. И в итоге каждый профиль – это комбинация настроек сенсора мышки, подсветки и назначения клавиш. Программа Logitech G-Hub позволяет создавать самим сценарии или уже готовые сценарии настроек импортировать из игры, если разработчики игры заранее позаботились об этом. Ну а профили скачать можно из интернета. До 5 различных профилей можно настроить и сохранить в память, которой оснащена игровая мышка. И переключать их по кругу верхней кнопкой с номером G9. Рядом с ней находится подобной формы кнопка для разблокировки колеса скролла, при котором оно уже крутится без хруста и позволяет быстро просмотреть сверху вниз документ или страницу в браузере. Ну а боковые кнопки с номерами G4, G5 стандартно переключают страницы назад и вперед. С другими параметрами этого устройства можно ознакомиться по ссылке в описании. Существует также беспроводный вариант этой модели мышки. В общем, это очень умный, дорогой манипулятор, а не обычная компьютерная игровая мышка. То есть это полноценное устройство, работающее на собственном контроллере и оснащенное собственной памятью. Впрочем, есть возможность залогиниться и все настройки хранить в облаке. Тогда при переключении к другому ноутбуку, компьютеру, вы также под своим логином можете все настройки перенести уже на это устройство. И следующей моей покупкой за $21.14 стала карта памяти формата microSD объемом 128 гигабайт, которую я приобрел с 30% скидкой в белорусской сети магазинов «Пятый элемент». Карта Kingston серии Canvas Select Plus с SD-адаптером. У данного бренда существует несколько серий карт памяти для использования в бытовой технике. Это серии Canvas Select Plus, Canvas Go Plus и Endurance. Из них для видеосъемки в 4К потребуется карта серии Canvas Go Plus или Plus. Для видеорегистратора камер видеонаблюдения рекомендуется серия Endurance. Для использования в профессиональной аппаратуре это уже Canvas React, позволяющая записывать видео в разрешении до 8К. Ну и для промышленных нужд, работе в экстремальном температурном режиме, рекомендуется серия Industrial. Подробнее ознакомиться с этим брендом можно по ссылке на официальный сайт в описании видеоролика. У меня же карта серии Canvas Select Plus имеет средние параметры скорости и она оптимизирована для использования с устройствами Android. Соответственно, заявлены класс 10,
единиц, интерфейс UHS 1, класс производительности A1 и линейные скорости записи до 85 МБ в секунду и скорости чтения до 100 МБ в секунду. То есть она годится, судя по пиктограммам на упаковке, для видеозаписи в разрешении Full HD, использования в навигаторах, игровых устройствах, фототехнике, планшетах, смартфонах. Карта комплектуется SD-адаптером и изготовлена в Тайване. Напомню цену, немного более $21 в офлайн-магазине Минска. То есть тот факт, что она заточена под Android устройство, тут даже вот обозначено таким значком. Ну а теперь предлагаю вскрыть и оценить скоростные характеристики этой карты. Вот так выглядит эта карта и адаптер. Ну, адаптер стандартный, карта в принципе тоже. Тестировать эту карту памяти буду снова с помощью такого скоростного картридера Ugreen, который поддерживает интерфейс USB 3.0. Операционная система Windows 10 обнаружила внешний диск F объемом 116 ГБ и файловой системой EXFAT. Ну, все же я отформатирую. И для теста буду использовать программу Crystal Disk Mark для 64-битной операционной системы. Диск F, 1 ГБ файл, 3 прохода, погнали. Итак, результаты тестирования представлены на экране в сравнении с другими флеш-картами объемом 128 ГБ, которые у меня имеются. Не лучшая, но хорошая карта памяти за такую цену и соответствует заявленным классам. Скорость последовательной записи превышает 30 МБ в секунду и вполне можно было присвоить класс V30, а не V10. Ну а для соответствия классу производительности A1, в чем я сомневаюсь, глядя на две нижние строки таблицы результатов, я дополнительно запущу утилиту Anvil Storage. Итак, новое тестирование показало, согласно данным скринам, что карта памяти Kingston не тянет на класс A1, так как число операций ввода-вывода за 1 секунду, это серый столбец, для чтения должно превышать значение 1500, а для записи значение 500. А вот в двух других картах такое превышение имеется. Ну а что вы думаете по поводу моих новых приобретений? Купили бы вы себе манипулятор за $60 или считаете это бесполезным и дорогим приобретением? Какие флеш-карты вы используете и надежны ли они? Пишите в комментариях. А вас я благодарю за просмотр, всем счастья, встретимся здесь же, пока, увидимся.